Представь, что тебе говорят: ты улетишь туда и никогда не вернешься. Не потому, что билет только в один конец, а потому, что твое собственное тело предаст тебя раньше, чем ты успеешь захотеть домой. Расстояние – 225 миллионов километров. Но дело не в километрах. Каждый, кто в ближайшие десятилетия наступит на марсианскую Землю, обязан осознать одну жестокую правду – дороги назад не существует. И дело не в том, что мы не захотим забирать их обратно, и не в том, что технологии еще не созрели. Все страшнее. Человеческое тело само превращается в нечто чужое для планеты, которая подарила ему жизнь. Прямо сейчас ты услышишь 3 откровения, которые навсегда перевернут твое представление о космической экспансии. Первое. Почему кости марсианских первопроходцев станут похожи на хрупкое стекло уже через 18 месяцев? Второе. Какая судьба ждет человеческое сердце, когда оно разучится перекачивать кровь против земного притяжения? Третье. По какой причине психологическая нить с Землей порвется задолго до того, как колонисты поймут, что стали заложниками Красной пустыни? Здесь нет места научной фантастике. Это реальные медицинские протоколы, которые уже сегодня разрабатываются космическими агентствами по всей планете. Те самые протоколы, которые никогда не попадут в рекламные ролики о радужном будущем человечества среди звезд. Если тебя завораживают тайны космоса и человеческой натуры, подпишись на этот канал. Наше путешествие начинается прямо сейчас. Когда мы обсуждаем заселение Марса, перед глазами встают прекрасные образы, прозрачные купола, под которыми распускаются сады, улыбающиеся астронавты в элегантных скафандрах, дети, бегущие по коридорам марсианских баз. Илон Маск обещает билет в одну сторону за $200 тысяч. Джефф Безос чертит схемы орбитальных городов. Китайская космическая программа нацелилась высадить человека на Марс к 2033 году. Все это звучит как начало новой эпохи. Человечество наконец-то вырвется за пределы своей земной колыбели и превратится в межпланетный вид. Нам так удобно верить в эту историю, потому что она красивая, потому что она дарит надежду, потому что она рисует нас героями космической саги, а не случайными обитателями крошечной голубой точки, потерянной в бесконечности. Официальная версия колонизации Марса звучит примерно так. Мы запускаем первую экспедицию. Люди высаживаются, возводят базу, начинают добывать ресурсы. Постепенно прибывают новые поселенцы. База расширяется, превращается в город. Через несколько поколений марсиане получают независимость, а те, кто захочет вернуться на Землю, могут сесть на корабль и через 7 месяцев оказаться дома. Красивая волшебная сказка. Но в ней скрыта одна глубочайшая ложь. Видите ли, человеческое тело – это не универсальная машина, которую можно перебросить в любые условия. Человеческое тело – это продукт 4 миллиардов лет эволюции в чрезвычайно специфической среде. Каждая наша клетка, любой орган, всякая система заточены под работу при строго определенной гравитации, строго определенном давлении, строго определенном уровне радиации. Мы не просто существуем на Земле, мы и есть Земля. Наши кости – это ответ на земное тяготение. Наше сердце – это помпа, рассчитанная на земную гравитацию. Наши глаза – это приборы, созданные для земного света. И именно здесь берет начало подлинная история. Та история, которую не рассказывают на презентациях SpaceX. Гравитация Марса составляет всего лишь 38% от земной. Это значит, что человек с массой тела 80 килограммов на Красной планете будет весить около 30 килограммов. Звучит заманчиво, правда? Меньше нагрузки на суставы, легче передвигаться, можно прыгать выше. Но организм воспринимает это вовсе не как подарок. Тело воспринимает такие перемены как глобальную катастрофу. Понимаешь, наши кости – это вовсе не неподвижные конструкции. Это живая материя, которая непрерывно перестраивается. Каждые сутки особые клетки, остеокласты, разрушают старую костную ткань, а другие клетки, остеобласты, созидают новую. Этот баланс удерживается механической нагрузкой. Когда ты ходишь, бегаешь или просто стоишь на месте, кости получают четкий сигнал – мы необходимы. Мы обязаны оставаться прочными. Убери гравитацию, и этот сигнал исчезает. Остеокласты продолжают свое разрушительное дело, а остеобласты резко замедляют работу. Кости начинают стремительно терять свою плотность.
На борту Международной космической станции астронавты ежемесячно теряют от 1 до 2% костной массы. Это в 10 раз быстрее, чем у пожилых людей, страдающих остеопорозом на Земле. На Марсе ситуация сложится чуть лучше благодаря наличию хотя бы частичной гравитации, но этого все равно катастрофически мало. Исследования показывают, при долгом нахождении в условиях марсианского притяжения человек растеряет от 15 до 30% костной массы в течение первых нескольких лет. Потом скорость потерь замедлится, но процесс не остановится полностью. А теперь представь себе, что этот человек решает вернуться на Землю. 7 месяцев полета в невесомости, и костная масса падает еще сильнее, затем приземление. Земля встречает его всей мощью своей гравитации. Каждый шаг – это риск перелома. Каждое движение – это боль. Позвоночник, привыкший к расслабленному состоянию, сжимается под тяжестью собственного веса. Бедренные кости, ставшие пористыми, как губка, могут сломаться просто от того, что человек попробует встать с кровати. Это не абстрактные рассуждения. Это реальные данные, полученные от астронавтов, которые провели на МКС год или даже больше. Скотт Келли, пробывший на станции 340 дней, до сих пор испытывает серьезные проблемы со здоровьем, хотя с момента его возвращения прошло почти 10 лет. А он провел в космосе меньше года. Первые же марсианские колонисты останутся там на годы, на десятилетия, на всю оставшуюся жизнь. Но кости – это лишь начало. Человеческое сердце – вот это поистине удивительный орган. Оно сокращается около 100 тысяч раз в сутки, перекачивая примерно 7 тысяч литров крови. И большую часть этой работы оно тратит на то, чтобы поднимать кровь от ног к голове, преодолевая земное притяжение. Убери гравитацию, и сердцу становится слишком легко. Оно начинает лениться. Сердечная мышца атрофируется, как любая другая мышца, которую перестают использовать. На МКС зафиксировали, что сердца астронавтов становятся более округлыми и теряют до 12% своей массы за 6 месяцев. На Марсе этот процесс будет протекать медленнее, но он будет идти неумолимо. Сердце марсианского колониста приспособится к работе при 38% гравитации. Оно станет меньше, слабее, эффективнее именно для марсианских условий, но совершенно не способным справляться с нагрузкой на Земле. И вот этот человек возвращается на родную планету. Его ослабленное сердце внезапно должно трудиться в 2,5 раза интенсивнее, чем оно привыкло. Кровь, которая на Марсе легко поднималась к мозгу, теперь скапливается в ногах. Мозг начинает задыхаться от кислородного голодания. Человек теряет сознание снова и снова. Медицинские архивы советских и российских космических программ ясно показывают, даже после нескольких месяцев на орбите астронавтам требуются недели жесткой реабилитации, чтобы снова нормально функционировать на Земле. После нескольких лет на Марсе такая реабилитация может оказаться попросту невозможной. Сердце просто не выдержит. Но даже если бы мы нашли способ поддерживать костную и сердечную системы в норме, остается еще один убийца, невидимый, неостановимый, проникающий сквозь любую защиту. Радиация. Земля защищена от космического облучения двумя мощными барьерами. Первый – магнитное поле, которое отклоняет подавляющую часть заряженных частиц. Второй – атмосфера, поглощающая то, что все же прорывается сквозь магнитную защиту. Вместе они снижают радиационный фон до безопасного уровня, примерно 2 миллизиверта в год. У Марса нет ни магнитного поля, ни плотной атмосферы. Его воздушная оболочка составляет менее 1% от земной. Это означает, что каждый человек на поверхности Красной планеты получает дозу радиации в десятки раз выше, чем на Земле. Около 250 миллизивертов в год. И это в обычное, спокойное время. Во время солнечных вспышек доза может взлететь в сотни раз всего за несколько часов. Радиация делает с человеческим телом несколько страшных вещей. Она калечит ДНК. Она ускоряет старение. Она повышает риск рака. Она уничтожает нервные клетки. Исследования на мышах доказали, что космическое излучение вызывает когнитивные нарушения, проблемы с памятью, вниманием, способностью принимать решения. Грызуны, подвергшиеся облучению, равному тому, что получит человек во время марсианской миссии, демонстрировали симптомы, пугающе похожие на раннюю деменцию. И здесь мы подходим к самому темному слою этой истории.
Марсианские колонисты будут не просто физически не способны вернуться на Землю. Через несколько лет на Марсе их мозг изменится до такой степени, что они могут напрочь забыть, зачем вообще хотели когда-то вернуться. Радиационное повреждение нейронов, социальная изоляция, отсутствие привычных стимулов – все это слепит новую личность. Человека, который еще помнит Землю как далекий, туманный сон, но больше не чувствует с ней никакой связи. Мы привыкли думать о космических колонистах как о героях, которые добровольно отправляются в великое приключение. Но правда в том, что они станут пленниками. Пленниками собственного выбора. Пленниками собственного тела. Пленниками Красной планеты, которая медленно, год за годом, будет превращать их в нечто новое, в нечто, что уже не сможет существовать на Земле. Но реальность еще мрачнее, чем кажется на первый взгляд. Все эти проблемы – кости, сердце, радиация – давно известны космическим агентствам. Они не секретные. Они опубликованы в научных журналах. Их обсуждают на конференциях. И тем не менее ни одна космическая программа не говорит о них публично в контексте марсианской колонизации. Почему? Потому что, если сказать людям правду, никто не полетит. Или полетят только те, кто по-настоящему осознает, это билет в один конец. Не из-за нехватки топлива или технологий, а из-за фундаментальной несовместимости человеческого тела с возвращением. Космические агентства знают это. SpaceX знает это. НАСА знает это. Китайское космическое агентство знает это. И все равно они продолжают рисовать счастливые картинки. В космической медицине есть термин «точка невозврата». Это момент, после которого человеческое тело настолько приспосабливается к внеземным условиям, что возвращение становится смертельно опасным. Для Марса это, по разным оценкам, лежит где-то между 12 и 18 месяцами непрерывного пребывания. 18 месяцев. 1,5 года. А минимальная длительность марсианской экспедиции с учетом времени полета и ожидания окна для возвращения составляет около 2,5 лет. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что первые марсианские колонисты пересекут точку невозврата еще до того, как у них вообще появится возможность вернуться. Даже если они захотят. Даже если будут умолять забрать их домой. Но и это еще не все. Давай поговорим о том, что происходит с человеческой психикой в условиях экстремальной изоляции. Потому что даже если бы тело теоретически могло вернуться, разум может отказаться наотрез. На Марсе задержка связи с Землей составляет от 4 до 24 минут, в зависимости от того, как планеты выстроились друг относительно друга. Это означает, что нормальный разговор в реальном времени невозможен. Ты произносишь что-то, ждешь почти 20 минут, получаешь ответ, отвечаешь снова, опять ждешь. Любая эмоциональная связь разрывается этим безмолвным ожиданием. Исследования на антарктических станциях и во время подводных миссий показывают, после 6 месяцев изоляции человек начинает психологически отделяться от своего прежнего мира. Связи с друзьями и семьей ослабевают. Новый мир, каким бы враждебным он ни был, становится домом. Потому что мозг адаптируется. Мозг всегда адаптируется. На Марсе этот процесс пойдет еще быстрее, потому что там нет выбора. Нет возможности позвонить маме и услышать ее голос. Нет возможности посмотреть на закат над океаном. Там есть только красная пустыня, разреженный воздух и товарищи по несчастью. Через несколько лет Земля превратится для них в абстракцию. Красивую картинку на экране компьютера. Место, где они когда-то жили, но которое больше не ощущается реальным. И знаешь, что самое страшное? Это может оказаться благословением. Потому что если бы они сохранили живую связь с Землей, если бы они каждый день тосковали по дому, зная, что никогда не вернутся, это было бы настоящей, беспощадной пыткой. А так они просто станут марсианами. Людьми, для которых Марс – единственный мир, единственная реальность, единственный дом. Но для нас, остающихся на Земле, это означает нечто очень тревожное. Мы отправим людей в космос, и они перестанут быть нами. Они станут чем-то новым. Чем-то, что мы создали, но что больше нам не принадлежит. И здесь возникает вопрос, который никто не решается задать вслух. Имеем ли мы право так поступать? Имеем ли мы право отправлять людей в путешествие,
заведомо зная, что они никогда не вернутся, что их тело разрушится, что их разум изменится до неузнаваемости, что они станут пленниками планеты, которую мы называем будущим человечества. Некоторые скажут, это добровольный выбор. Люди будут знать, на что идут. Они станут героями, жертвующими собой ради прогресса. Но так ли это на самом деле? Знают ли они по-настоящему? Понимают ли, что значит никогда больше не увидеть Землю своими глазами? Никогда не почувствовать ветер? Никогда не услышать птичьего пения? Никогда не обнять родителей, детей, друзей? Можно ли вообще осознать это, пока ты еще здесь, пока Земля под ногами кажется такой обыденной, такой естественной, даже надоевшей? Я не знаю ответа. И, возможно, никто не знает. Но я знаю одно. Первые колонисты Марса станут самыми одинокими людьми за всю историю человечества и в то же время самыми свободными. Потому что, когда ты теряешь все, что связывало тебя с прошлым, ты превращаешься в кого-то нового. В того, кого еще нет. В того, кого мы пока не можем себе даже представить. Но реальность значительно страшнее всего, что я только что описал. Человеческий глаз – это самый сложный оптический инструмент, который когда-либо создавала природа. 130 миллионов светочувствительных клеток, способных различать 10 миллионов оттенков цвета. Хрусталик, фокусирующийся быстрее любой камеры в мире. Сетчатка, обрабатывающая информацию со скоростью 10 миллионов бит в секунду. И космос безжалостно уничтожает этот инструмент. В 2011 году врачи НАСА заметили нечто странное. Астронавты, возвращавшиеся с МКС, жаловались на ухудшение зрения. Сначала это списали на случайность, потом на совпадение. Потом стало ясно, это закономерность. Исследования показали, что более 60% астронавтов, проводивших на станции дольше 6 месяцев, испытывали изменения в структуре глаза. Причина оказалась неожиданной. В условиях микрогравитации жидкости тела перераспределяются. На Земле гравитация тянет кровь и лимфу вниз, к ногам. В космосе этого не происходит. Жидкости скапливаются в верхней половине тела, особенно в голове. Лицо опухает. Глаза наливаются кровью. Но самое опасное творится внутри черепа. Внутричерепное давление резко повышается. Спинномозговая жидкость начинает давить на заднюю стенку глазного яблока. Глаз буквально сплющивается. Зрительный нерв отекает. Сетчатка деформируется. У некоторых астронавтов глазное яблоко становилось более плоским на целых полмиллиметра. Это может показаться ничтожной величиной, но для такого точного прибора, как глаз, это настоящая катастрофа. Фокусное расстояние меняется. Зрение становится размытым. Некоторые астронавты, имевшие идеальное зрение до полета, возвращались на Землю близорукими. И вот что тревожит по-настоящему, никто не знает, обратимы ли эти изменения полностью. Джон Филлипс, астронавт НАСА, провел на МКС 6 месяцев в 2005 году. До полета его зрение было 20/20, идеал по американским стандартам. После возвращения – 20/100. Прошло почти 20 лет. И его зрение так и не восстановилось до прежнего уровня. На Марсе ситуация будет отличаться от орбитальной станции из-за наличия гравитации. Но 7 месяцев полета в невесомости до прибытия и потенциально еще 7 после отправления нанесут сокрушительный удар по глазам колонистов. А марсианская среда добавит свои проблемы. Марсианская пыль – это неземной песок. Это мельчайшие частицы оксида железа, некоторые размером в несколько микрометров. Они настолько малы, что проникают сквозь фильтры скафандров. Они электростатически заряжены и прилипают буквально ко всему. И они токсичны. Исследования марсианского реголита, проведенные зондами «Викинг» и «Феникс», обнаружили в нем перхлораты, химические соединения, которые на Земле используют в ракетном топливе и отбеливателях. Перхлораты разрушают щитовидную железу человека. Они канцерогенны. И они повсюду на Марсе. Каждый раз, когда колонист выходит на поверхность, он приносит с собой частицы этой пыли. Они оседают на оборудовании, на одежде, на коже. Они попадают в воздух жилых модулей. Они вдыхаются. Они накапливаются в легких. Мы понятия не имеем, что случится с человеческими легкими после нескольких лет вдыхания марсианской пыли. У нас просто нет данных.
Но мы знаем, что произошло с шахтерами, вдыхавшими угольную пыль. Мы знаем, что случилось со строителями, работавшими с асбестом. Мы знаем, что делают с органами дыхания мелкие токсичные частицы, силикоз, асбестоз, рак легких. Марсианская пыль может оказаться еще опаснее, потому что она содержит не только перхлораты, но и тяжелые металлы. Потому что она невероятно мелкая и проникает глубоко в альвеолы. Потому что от нее невозможно полностью защититься в условиях постоянного обитания. И это только пыль. Давай теперь поговорим о том, что происходит с мышцами. Человеческое тело содержит более 600 скелетных мышц. Они составляют от 30 до 40% всей массы тела. Каждая из них постоянно работает против гравитации, даже когда мы просто сидим или стоим на месте. Мышцы спины удерживают позвоночник. Мышцы ног поддерживают вес тела. Мышцы шеи держат голову. Убери гравитацию, и мышцам больше нечего делать. Они начинают атрофироваться со скоростью, которая поражает воображение. На МКС астронавты теряют до 20% мышечной массы за первый же месяц, если не выполняют интенсивные физические упражнения. Даже с 2-часовыми ежедневными тренировками потеря составляет около 5% за полгода. Но тренажеры на станции – это громадные машины весом в сотни килограммов. Доставить такое оборудование на Марс – логистический кошмар. Предположим, колонисты будут тренироваться. Предположим, они будут делать это каждый день без единого пропуска, несмотря на усталость, болезни, психологическое истощение. Даже в этом идеальном сценарии их мышцы все равно адаптируются к марсианской гравитации. Они станут слабее, чем необходимо для жизни на Земле. Особенно сильно пострадают мышцы-разгибатели, те, что противостоят сгибанию. Четырехглавая мышца бедра, ягодичные мышцы, мышцы, выпрямляющие спину. Именно они делают возможным стояние, ходьбу, бег на Земле. И именно они атрофируются быстрее всего в условиях пониженной гравитации. Исследования на крысах, которых содержали в условиях симулированной марсианской гравитации, показали потерю до 30% мышечной массы разгибателей за 3 месяца. Если экстраполировать эти данные на людей, а прямых данных у нас, конечно, нет, колонисты могут потерять способность нормально передвигаться на Земле уже через 1,5 года пребывания на Марсе. Но мышцы – это не только движение. Мышечная ткань выполняет еще и метаболическую функцию. Она хранит гликоген. Она регулирует уровень сахара в крови. Она вырабатывает миокины, сигнальные молекулы, влияющие на работу мозга, иммунной системы, внутренних органов. Потеря мышечной массы – это не просто слабость. Это системный сбой всего организма. Теперь давай поговорим о крови. В условиях микрогравитации состав крови меняется. Красные кровяные тельца, эритроциты, разрушаются гораздо быстрее обычного. Это явление называется космическая анемия. На МКС обнаружили, что астронавты теряют около 54 миллионов эритроцитов в секунду, на 30% больше, чем на Земле. Причина до конца не ясна. Возможно, это связано с перераспределением жидкостей в теле. Возможно, с изменением работы костного мозга. Возможно, с окислительным стрессом от радиации. Скорее всего, комбинация всех этих факторов. Анемия означает, что кровь переносит меньше кислорода. Это приводит к постоянной усталости, головокружениям, снижению когнитивных способностей. На Марсе, где и без того приходится работать в экстремальных условиях, это может стать критическим, смертельно опасным фактором. Но состав крови меняется и по-другому. Исследования близнецов Скотта и Марка Келли показали, год в космосе вызывает изменения в экспрессии генов. Более 7% генов Скотта изменили свою активность после года на МКС. Некоторые из этих изменений сохранялись месяцами после возвращения. Некоторые, возможно, стали постоянными. Это называется эпигенетика. Изменение работы генов без изменения самой ДНК. Космос буквально перепрограммирует человеческое тело на клеточном уровне. И мы только начинаем понимать, что это на самом деле означает. Среди измененных генов были те, что отвечают за иммунную систему. Иммунитет Скотта Келли работал иначе после возвращения. Некоторые вакцины, полученные до полета, утратили эффективность. Реакции на патогены изменились. Иммунная система человека – это невероятно сложная сеть,
настроенная на работу в земных условиях. Она знает земных бактерий, вирусов, грибков. Она эволюционировала вместе с ними миллионы лет. На Марсе эта система окажется в среде, для которой она совершенно не предназначена. С одной стороны, там нет привычных патогенов. С другой, любая инфекция, занесенная с Земли, может стать смертельной, потому что иммунитет колонистов будет ослаблен радиацией, стрессом и измененной физиологией. Исследования на МКС показали, что даже безобидные бактерии становятся более вирулентными в космосе. Сальмонелла, выращенная на станции, оказалась в 3 раза опаснее своего земного аналога. Стафилококк формировал более устойчивые биопленки. Грибки росли быстрее и агрессивнее. На замкнутой станции с ограниченными медицинскими ресурсами это создает идеальные условия для эпидемии. Один колонист заболевает. Патоген мутирует в ослабленном организме, становится агрессивнее, передается другим. Антибиотики в космосе работают хуже. Это установленный, доказанный факт. Бактерии становятся устойчивее, а лекарства – менее эффективными. Доставка новых медикаментов с Земли занимает месяцы. Местное производство возможно только при наличии развитой биотехнологической инфраструктуры, которой у первых колонистов не будет. Один штамм устойчивой бактерии. Один вирус, мутировавший в условиях ослабленного иммунитета. И вся колония может быть уничтожена за несколько недель. Но, предположим, колонисты избегут инфекций. Предположим, их иммунная система каким-то чудом справится. Есть еще один фактор, о котором редко говорят вслух. Вестибулярный аппарат. Внутреннее ухо человека содержит 3 полукружных канала, заполненных жидкостью. Когда мы двигаем головой, жидкость перемещается, и специальные рецепторы сообщают мозгу о положении тела в пространстве. Эта система настроена на земную гравитацию. Она ожидает, что низ всегда будет внизу. В космосе понятие верха и низа исчезает. Вестибулярный аппарат получает противоречивые сигналы. Жидкость ведет себя не так, как ожидалось. Мозг путается. Результат – космическая болезнь движения, которой страдают до 70% астронавтов в первые дни полета. Со временем мозг адаптируется. Он учится игнорировать сигналы вестибулярного аппарата и полагаться на зрение. Но у этой адаптации есть страшная цена. После возвращения на Землю астронавты испытывают сильнейшее головокружение. Они не могут ходить по прямой. Они спотыкаются, падают, теряют ориентацию в пространстве. Вестибулярный аппарат должен заново учиться работать с гравитацией. Этот процесс занимает дни или даже недели. На Марсе произойдет двойная адаптация. Сначала к невесомости полета, затем к 38% гравитации. Вестибулярная система перенастроится на эти условия, и возвращение на Землю станет не просто сложным, оно может стать смертельно опасным. Представь себе человека, чей вестибулярный аппарат настроен на марсианскую гравитацию, который вдруг оказывается на Земле. Каждый шаг – это неконтролируемое падение. Каждый поворот головы – приступ жесточайшего головокружения. Мозг буквально не понимает, где находится тело. Это не временное неудобство. Это фундаментальное несоответствие между ожиданиями нервной системы и суровой реальностью. Но все эти физиологические изменения – кости, мышцы, сердце, глаза, кровь, иммунитет, вестибулярный аппарат – это только половина истории. Потому что есть еще среда самого Марса. Среда, которая враждебна человеку на каждом уровне. Атмосфера Марса состоит на 95% из углекислого газа. Кислорода в ней менее 1%. Давление менее 1% от земного. Это означает, что без скафандра человек потеряет сознание за 15 секунд и умрет примерно через минуту. Нет дыхания. Смерть от декомпрессии. При таком низком давлении жидкости в теле начинают закипать. Слюна на языке вскипает. Влага в легких испаряется. Кровь в сосудах образует пузырьки. Это называется эболизм. И это одна из самых ужасных смертей, которые только можно вообразить. Температура на Марсе колеблется от минуса 140 градусов Цельсия ночью до плюса 20 градусов в полдень на экваторе. Но эти плюс 20 градусов обманчивы. Разреженная атмосфера почти не удерживает тепло. Воздух может быть теплым, а почва – ледяной. Скафандр, нагретый солнцем с одной стороны, может замерзать с теневой. Терморегуляция в таких условиях
это постоянная, изматывающая борьба. Системы жизнеобеспечения должны работать безупречно 24 часа в сутки, 365 дней в году. Одна неисправность, и человек замерзает или перегревается в течение нескольких часов. Марсианские сутки, солы, длятся 24 часа и 37 минут. Это кажется незначительной разницей. Но для человеческого организма она критична. Циркадные ритмы человека настроены на 24-часовой цикл. Дополнительные 37 минут каждый день накапливаются, сбивая внутренние часы. Эксперименты с изолированными добровольцами на Земле показали, даже небольшое несоответствие циклов сна и бодрствования приводит к хронической усталости, раздражительности, снижению когнитивных функций. Через несколько месяцев участники таких экспериментов демонстрировали симптомы, похожие на клиническую депрессию. На Марсе люди будут жить в постоянном, бесконечном джетлаге. Навсегда. Без возможности адаптироваться, потому что их биология фундаментально несовместима с марсианским днем. Свет на Марсе тоже отличается от земного. Солнце кажется меньше, всего 2/3 от его видимого размера на Земле. Интенсивность солнечного света составляет около 43% от земной. Небо днем имеет желтовато-коричневый оттенок из-за пыли в атмосфере. Закаты синие, потому что мелкие частицы пыли рассеивают синий свет иначе, чем земная атмосфера. Это красиво. Но это также означает хронический дефицит света. Человеческое тело использует солнечный свет для синтеза витамина D. Недостаток света связан с депрессией, сезонным аффективным расстройством, нарушениями сна. На Марсе колонисты будут получать меньше половины привычного света. И большую часть времени они проведут внутри помещений, за стенами, защищающими от радиации. Искусственное освещение может помочь, но оно никогда не заменит Солнце полностью. Спектр отличается. Интенсивность контролируется. Психологический эффект настоящего Солнца на коже, то чувство тепла и жизни, которое мы воспринимаем как должное, невозможно воспроизвести. И вот мы подходим к главному парадоксу марсианской колонизации. Чтобы выжить на Марсе, люди должны изолироваться от Марса. Они будут жить внутри герметичных модулей, дышать искусственным воздухом, пить переработанную воду и есть выращенную в теплицах пищу. Каждый выход на поверхность – это риск. Каждый контакт с внешней средой – потенциальная угроза. Это не колонизация в том смысле, в каком мы колонизировали Америку или Австралию. Там люди могли выйти из корабля и дышать воздухом. Они могли пить воду из рек. Они могли выращивать знакомые культуры в почве. На Марсе нет ничего этого. Воздух ядовит. Вода существует только в форме льда, смешанного с токсичными солями. Почва непригодна для земных растений без серьезной обработки. Колонисты будут не жителями Марса. Они будут заключенными, запертыми в крошечных пузырьках земной среды посреди бесконечной, безжалостной пустыни. И эти пузырьки земной среды должны работать безупречно. Каждый день, каждый час, без перерывов, без выходных, без права на ошибку. Система жизнеобеспечения МКС весит несколько тонн и требует постоянного обслуживания. Она перерабатывает воздух, удаляя углекислый газ и добавляя кислород. Она очищает воду из пота, мочи, конденсата. Она контролирует температуру и влажность. И даже с командой инженеров на Земле, готовых прийти на помощь в любую секунду, она регулярно ломается. На Марсе помощь с Земли придет через месяцы. Запасные части, если они вообще есть, нужно будет находить среди ограниченных запасов. Колонисты должны будут сами чинить все, что сломается. Без специализированных инструментов. Без полноценных мастерских. Без возможности позвонить специалисту. Одна критическая неисправность. И колония мертва. Не через годы. Через часы или дни. И вот здесь наука честно признает свои пределы. Мы не знаем, как обеспечить надежное автономное существование людей в течение десятилетий в условиях, для которых мы не созданы. Мы можем строить модели, проводить симуляции, тестировать оборудование. Но реальность всегда преподносит сюрпризы. На МКС за 25 лет было множество аварийных ситуаций, утечки воздуха, отказы систем охлаждения, проблемы с туалетами, что в условиях микрогравитации становится серьезной угрозой. Астронавты справлялись, потому что эвакуация на Землю всегда была возможна. На Марсе эвакуации не будет. Если что-то пойдет не так,
Колонисты останутся один на один с проблемой и с осознанием того, что ближайшая помощь находится в 225 миллионах километров от них. Это расстояние невозможно осознать интуитивно. 225 миллионов километров. Если бы ты мог ехать на машине со скоростью 100 км в час без остановок, путь занял бы 256 лет. Свет проходит это расстояние за 12 минут. Космический корабль за 7 месяцев. 7 месяцев в металлической капсуле, несущейся сквозь пустоту. 7 месяцев без возможности выйти подышать свежим воздухом. 7 месяцев, в течение которых тело уже начинает разрушаться. И это только путь туда. Возвращение, если оно вообще возможно, займет столько же. Плюс ожидание правильного положения планет, которое случается раз в 26 месяцев. Пропустил окно, жди еще 2 года. Но самое странное во всем этом вот что. Люди все равно хотят лететь. Когда проект «Марс-1» объявил о наборе добровольцев для миссии в один конец, заявки подали более 200 тысяч человек. 200 тысяч человек были готовы навсегда покинуть Землю, зная, что никогда не вернутся, зная, что их тело изменится до неузнаваемости, зная, что они могут погибнуть от тысячи разных причин. Почему? Может быть, потому что для некоторых людей возможность стать частью чего-то большего важнее личного выживания. Может быть, потому что человеческий дух не может смириться с границами. Может быть, потому что Марс – это последний великий вызов. Последняя терра инкогнита. Последнее место, где можно стать первопроходцем. Или, может быть, потому что мы плохо понимаем последствия. Потому что легко сказать «я готов умереть на Марсе, сидя в теплой комнате на Земле». И совсем другое – чувствовать, как твое тело медленно предает тебя в Красной пустыне в 20 минутах связи от любого человека, который мог бы тебя понять. В марте 2018 года исследовательская группа под руководством доктора Чарльза Лимоли из Калифорнийского университета опубликовала результаты эксперимента, который перевернул все, что мы думали о космических путешествиях. Они подвергли мышей воздействию заряженных частиц, тех самых, что составляют галактическое космическое излучение. Дозы были эквивалентны тому, что получит человек за 2 года пребывания на Марсе. Результаты оказались пугающими. Мыши потеряли способность различать знакомые и незнакомые объекты. Их пространственная память деградировала. Они демонстрировали повышенную тревожность и явные признаки депрессии. При вскрытии обнаружилось, что в их мозге погибло значительное количество нейронов. Дендриты, отростки нервных клеток, через которые они общаются друг с другом, укоротились и потеряли свою ветвистость. Мозг мышей буквально усох. И это были молодые здоровые особи, подвергшиеся облучению в контролируемых лабораторных условиях. На Марсе люди будут получать эту радиацию постоянно. Год за годом. Без возможности укрыться в свинцовом бункере. Доктор Лимоли в интервью признал, что его команда была шокирована масштабом повреждений. Они ожидали некоторого когнитивного снижения, но не такого разрушительного. Особенно их встревожило то, что изменения продолжались даже после прекращения облучения. Мозг не восстанавливался. Повреждения накапливались. Это исследование было не единственным. В 2015 году НАСА провело собственные эксперименты на грызунах в Брукхейвенской национальной лаборатории. Животных подвергали воздействию ионов железа, одного из наиболее опасных компонентов космического излучения. Результаты совпали с данными Лимоли: когнитивные нарушения, потеря памяти, изменение поведения. Но самым тревожным стало открытие 2020 года. Исследователи из медицинского колледжа Бейлора обнаружили, что космическое излучение активирует специфические сигнальные пути в клетках кишечника. Эти пути связаны с воспалением и развитием рака. Желудочно-кишечный тракт оказался гораздо более чувствительным к радиации, чем считалось ранее. Колонисты Марса рискуют не только потерять рассудок. Они рискуют получить рак кишечника, желудка, пищевода. В условиях, где хирургическое вмешательство практически невозможно, а доставка химиотерапевтических препаратов занимает месяцы. Но давай посмотрим на конкретные случаи. На реальных людей, которые уже столкнулись с последствиями длительного пребывания в космосе. Валерий Поляков – советский и российский космонавт, который провел в космосе 437 суток непрерывно. С января 1994 по март 1995 года.
Это до сих пор абсолютный рекорд одиночного полета. После возвращения поляков не мог ходить самостоятельно. Его выносили из спускаемого аппарата на руках. Первые недели он передвигался только в инвалидном кресле. Реабилитация заняла месяцы. И даже после нее он никогда полностью не восстановил прежний уровень физической формы. Примечательно, что Поляков был врачом. Он понимал риски. Он сам разрабатывал программу физических упражнений для длительных полетов. И все равно его тело не справилось с возвращением в земную гравитацию. 14,5 месяцев. Минимальная марсианская миссия предполагает более 30 месяцев. Пегги Уитсон, американская астронавтка, установившая рекорд НАСА по суммарному времени в космосе 665 суток за 3 экспедиции. После последнего возвращения в 2017 году она описала свое ощущение как «возвращение в тело, которое больше не мое». Ее вестибулярный аппарат был настолько дезориентирован, что она падала при попытке повернуть голову. Ее мышцы не слушались команд. Ее сердце не справлялось с перекачиванием крови против гравитации. Она теряла сознание при резком вставании. И это после нескольких полетов с перерывами на восстановление на Земле. Колонисты Марса не получат таких перерывов. Скотт Келли, о котором я уже упоминал, испытал нечто, что он назвал горением изнутри после возвращения. Его кожа стала настолько чувствительной, что прикосновение к любой поверхности вызывало болезненное жжение. Его суставы опухли. Он чувствовал, будто гравитация давит на каждую клетку его тела. Эти трое – элита космонавтики. Люди, прошедшие жесточайший отбор. Годы тренировок. Доступ к лучшим медицинским ресурсам планеты. И даже они едва справились с возвращением. Марсианские колонисты будут обычными людьми. Возможно, хорошо подготовленными, но не суперменами. И они проведут в условиях пониженной гравитации не год и не два, а десятилетия. Есть еще один аспект, который редко обсуждается публично – сексуальная и репродуктивная функция. В 2024 году впервые в истории были опубликованы данные о влиянии космического полета на репродуктивную систему мужчин. Оказалось, что качество спермы значительно снижается даже после относительно коротких полетов. Количество подвижных сперматозоидов уменьшается. Повреждения ДНК в половых клетках увеличиваются. А данных о женской репродуктивной системе еще меньше. Исторически большинство астронавтов были мужчинами. Но известно, что менструальный цикл может нарушаться в условиях стресса и измененной гравитации. Гормональный баланс сдвигается. Плотность костей таза, критически важная для беременности, снижается. Это поднимает фундаментальный вопрос о будущем марсианской колонии. Если первое поколение колонистов не сможет иметь здоровых детей, колония обречена. Она закончится вместе с последним выжившим первопроходцем. Эксперименты с млекопитающими в условиях частичной гравитации крайне ограничены. Мы просто не знаем, возможно ли здоровое развитие человеческого эмбриона при 38% земной гравитации. Мы не знаем, как сформируется скелет ребенка, зачатого и рожденного на Марсе. Мы не знаем, сможет ли такой ребенок когда-либо ступить на Землю, или его тело будет настолько иным, что земная гравитация убьет его. Марсианские дети могут стать первыми настоящими инопланетянами. Людьми, для которых Земля не просто недостижимая мечта, а смертельная ловушка. Но пока мы говорим о медленных, постепенных изменениях тела, есть угрозы более внезапные, более жестокие. Угрозы, которые могут уничтожить колонию за часы. Солнце кажется стабильной, надежной звездой. Оно восходит и заходит с такой регулярностью, что мы строим на этом наши календари и часы. Но Солнце – это термоядерный реактор диаметром в 1 400 000 километров. И иногда этот реактор дает сбой. Солнечные вспышки происходят постоянно. Большинство из них слабые и безвредные. Но несколько раз в солнечный цикл случаются события совершенно другого масштаба. 1 сентября 1859 года произошло событие, известное как «событие Керрингтона». Британский астроном Ричард Керрингтон наблюдал группу солнечных пятен, когда внезапно увидел две ослепительные точки белого света, появившиеся над пятнами. Это была мощнейшая вспышка, когда-либо зафиксированная человеком. Через 17 часов, невероятно быстро по космическим меркам, поток заряженных частиц достиг Земли. Северное сияние наблюдалось над Карибскими островами. Телеграфные провода искрили и загорались.
Операторы получали удары током. Некоторые телеграфные аппараты продолжали работать даже после отключения от батарей, настолько сильными были индуцированные токи. В 1859 году это было впечатляющим зрелищем. В 21 веке аналогичное событие уничтожило бы современную цивилизацию. Энергосети перегорели бы. Спутники вышли бы из строя. Интернет исчез бы на месяцы или годы. Ущерб исчислялся бы триллионами долларов. На Земле у нас есть защита. Магнитное поле отклоняет большую часть частиц к полюсам. Атмосфера поглощает остальное. Мы прячемся в домах, которые хоть немного экранируют излучение. На Марсе защиты нет. Когда солнечная вспышка направлена прямо на Марс, поверхность планеты получает удар в полную силу. Уровень радиации может вырасти в 1000 раз всего за несколько минут. Человек, оказавшийся на поверхности, получит смертельную дозу прежде, чем успеет добежать до укрытия. В сентябре 2017 года зонд Maven зафиксировал серию солнечных вспышек, которые вызвали резкий рост радиации на Марсе. Уровень излучения превысил обычный в 25 раз. К счастью, на планете в тот момент не было людей. Колонисты должны будут постоянно следить за солнечной активностью. У них будет примерно от 15 до 30 минут предупреждения после крупной вспышки. Это время, за которое свет доходит от Солнца до Марса, плюс несколько минут форы перед более медленными частицами. Этого хватит, чтобы добраться до убежища. Если убежище рядом. Если ты не находишься за 20 километров от базы. Если ты не спишь. Если системы оповещения работают. Одна ошибка. Одна задержка. И человек мертв. Но солнечные вспышки – не единственная космическая угроза. Корональные выбросы массы – это облака плазмы, которые Солнце иногда выбрасывает в космос. В отличие от вспышек, которые представляют собой всплеск излучения, корональные выбросы – это физическое вещество. Миллиарды тонн заряженных частиц, летящих со скоростью до 3000 км в секунду. Если корональный выброс направлен на Марс, он достигнет планеты примерно за сутки. Это дает больше времени на подготовку. Но и удар будет более мощным и продолжительным. Радиационный шторм может длиться несколько дней. Все это время колонисты должны оставаться в защищенных убежищах. А какими должны быть эти убежища? Эффективная защита от космической радиации требует либо толстого слоя материала, либо мощного магнитного поля. На Земле атмосфера создает защиту, эквивалентную 10-метровому слою воды. На Марсе атмосфера обеспечивает защиту, эквивалентную примерно 20 сантиметрам воды. Чтобы создать убежище с земным уровнем защиты, стены должны быть толщиной в несколько метров, из марсианского грунта, водяного льда или специальных материалов. Строительство такого убежища потребует колоссальных ресурсов и времени. Первые колонисты, скорее всего, не будут иметь полноценной защиты. Они будут полагаться на тонкие стены своих модулей и надеяться, что крупный солнечный шторм не случится в ближайшие годы. Но статистически он случится. Солнечный цикл длится примерно 11 лет. В период максимума активности крупные вспышки происходят несколько раз в год. Марсианская колония, рассчитанная на десятилетие существования, неизбежно столкнется с катастрофическими солнечными событиями. И есть угрозы, от которых невозможно укрыться. Галактическое космическое излучение – это поток частиц, приходящих из-за пределов Солнечной системы. Он состоит из ядер атомов, разогнанных взрывами сверхновых и другими катаклизмами до околосветовых скоростей. Эти частицы настолько энергичны, что проходят сквозь любую разумную защиту. Остановить их может только многометровый слой свинца или несколько метров воды. На Земле галактическое излучение в значительной степени блокируется магнитным полем и атмосферой. На Марсе оно бьет по поверхности напрямую. И это постоянный фон, который невозможно выключить. Каждую секунду через тело человека на поверхности Марса проходят эти высокоэнергетические частицы. Каждая из них способна повредить ДНК, разрушить клетку, запустить мутацию. Накопительный эффект неизбежен. Но космос атакует не только изнутри. Он атакует и снаружи. Марс постоянно бомбардируется метеоритами. На Земле большинство космических камней сгорает в атмосфере. Мы видим их как падающие звезды. На Марсе атмосфера слишком разрежена, чтобы обеспечить серьезную защиту. Метеориты размером с теннисный мяч достигают поверхности практически без торможения.
Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter фиксирует появление десятков новых ударных кратеров на Марсе каждый год. Некоторые из них достигают нескольких метров в диаметре. Это означает, что объект размером с человеческую голову регулярно врезается в поверхность планеты со скоростью несколько километров в секунду. Прямое попадание такого метеорита в жилой модуль будет катастрофой. Разгерметизация произойдет мгновенно. У находящихся внутри будут считанные секунды, чтобы надеть скафандры, если они вообще успеют понять, что происходит. Но даже если метеорит не попадет в жилые помещения, он может уничтожить критически важную инфраструктуру. Солнечные панели, системы связи, резервуары с водой. Любой элемент колонии – потенциальная цель. И это только метеориты. Марс обладает собственным способом убивать людей. Полевые бури на Марсе – это явление планетарного масштаба. Каждые несколько лет на планете развивается глобальная полевая буря, которая может окутать всю планету на месяцы. Видимость падает до нескольких метров. Солнечный свет блокируется на 90% и более. В 2018 году именно такая буря уничтожила марсоход Opportunity. Его солнечные панели покрылись пылью. Батареи разрядились. И аппарат замолчал навсегда. Opportunity был машиной. Он не дышал, не ел, не нуждался в тепле. Человеческая колония, зависящая от солнечной энергии, столкнется с гораздо более серьезными проблемами. Когда солнечные панели перестают генерировать энергию, колония начинает умирать. Системы жизнеобеспечения требуют постоянного питания: обогрев, освещение, очистка воздуха, производство воды. Все это потребляет электричество. Резервные аккумуляторы могут продержаться несколько дней. Может быть, несколько недель. Но глобальная буря длится месяцы. Без энергии температура внутри модулей начнет падать. Вода замерзнет. Углекислый газ начнет накапливаться, потому что скрубберы перестанут работать. Люди будут медленно замерзать и задыхаться в темноте. Ядерные реакторы могли бы решить проблему энергии, но они создают свои риски. Утечка радиации в замкнутом пространстве. Необходимость обслуживания специалистами. Зависимость от запасов топлива, которые невозможно произвести на Марсе. Первые колонисты, скорее всего, не будут иметь ядерных реакторов достаточной мощности. Они будут полагаться на комбинацию солнечных панелей и небольших радиоизотопных генераторов. Этого может хватить для штатной работы, но не для выживания в условиях глобальной полевой бури. И бури приносят не только темноту. Марсианская пыль электростатически заряжена. В условиях бури частицы трутся друг о друга, накапливая заряд. Это создает условия для электростатических разрядов марсианских молний. Они отличаются от земных, потому что атмосфера слишком разрежена для классических гроз. Но они существуют и могут повреждать электронику. Пыль проникает повсюду. Она забивает фильтры, покрывает оптику камер и датчиков, оседает на уплотнителях шлюзов. После каждой бури колонистам придется проводить масштабные работы по очистке и ремонту. И все это время они будут заперты внутри, без возможности выйти на поверхность, без естественного света, с осознанием того, что снаружи бушует стихия, которую невозможно контролировать. Психологические исследования показывают, длительное заключение в ограниченном пространстве без естественного освещения приводит к депрессии, тревожности, нарушениям сна. Добавь к этому экзистенциальный страх смерти, ограниченные ресурсы, невозможность покинуть замкнутое пространство, и ты получишь идеальные условия для психического срыва. На антарктических станциях, где зимовщики проводят полярную ночь в изоляции, случаи депрессии достигают 80%. Были зафиксированы случаи агрессии, паранойи, даже попытки убийства. И это люди, которые знают, через несколько месяцев придет лето, прилетит самолет, они вернутся домой. Марсианские колонисты не будут иметь такой надежды. Для них нет домой, нет лета, нет самолета. Есть только бесконечная красная пустыня за стеклом и товарищи, которые постепенно сходят с ума. Исследование Марс 500, эксперимент, в котором 6 добровольцев провели 520 дней в изоляции, симулируя полет на Марс, показало тревожные результаты. К концу миссии 4 из 6 участников демонстрировали признаки хронического стресса. Один участник перешел на полифазный сон и практически перестал общаться с командой.
Другой стал все больше времени проводить в одиночестве, избегая любых контактов. И это были добровольцы, которые знали, что эксперимент когда-нибудь закончится. Которые знали, что за стеной Москва, а не мертвая планета. Которые в любой момент могли выйти, если бы захотели. На Марсе выхода не будет. Социальная динамика малых изолированных групп – отдельная область исследований. Мы знаем, что в условиях стресса и ограниченного пространства конфликты неизбежны. Мы знаем, что даже мелкие раздражители, манера жевать, тон голоса, привычка включать свет по ночам могут перерасти в серьезную, опасную враждебность. Мы знаем, что группы склонны распадаться на фракции, что лидерство оспаривается, что доверие разрушается. Первые марсианские колонисты будут небольшой группой. Вероятно, от 4 до 12 человек. Они будут вынуждены работать вместе, жить вместе, принимать решения вместе. И они будут делать это в условиях постоянного стресса, физического истощения, ограниченных ресурсов. Конфликт в такой группе может быть смертельным. Не обязательно буквально, хотя и такое возможно. Но саботаж, отказ от сотрудничества, накапливающаяся враждебность – все это может подорвать работу колонии изнутри. Мы отправляем людей на Марс не просто для того, чтобы они выжили. Мы отправляем их, чтобы они построили будущее. Это требует колоссальной работы – физической, интеллектуальной, организационной. Если команда не способна функционировать как единое целое, миссия обречена. И здесь мы подходим к парадоксу, который, возможно, определит судьбу марсианской колонизации. Чтобы выжить на Марсе, нужны люди определенного типа – выносливые, стрессоустойчивые, технически компетентные, способные работать в команде, готовые к лишениям, принимающие невозвращение как данность. Но именно такие люди – самые ценные на Земле. Зачем им лететь на Марс? Зачем обрекать себя на медленное разрушение тела, изоляцию, риск мучительной смерти? Альтруизм. Желание остаться в истории. Бегство от чего-то на Земле. Каждая из этих мотиваций несет свои риски. Альтруист может разочароваться, когда реальность окажется жестче мечты. Человек, ищущий славы, может конфликтовать с товарищами за признание. Тот, кто бежит от проблем, привезет эти проблемы с собой. Идеального кандидата для марсианской миссии не существует. Потому что идеальный кандидат – это тот, кто не является полностью человеком. Кто не нуждается в привязанностях, в смысле жизни, в надежде на лучшее. Кто готов функционировать как машина в среде, созданной для машин. Но такие люди не существуют. Мы отправляем на Марс людей со всеми их слабостями, страхами, иррациональностями. И мы надеемся, что они справятся. Может быть, справятся. Может быть, нет. Мы узнаем это только тогда, когда первая колония либо выживет, либо замолчит навсегда. Есть момент, о котором никто не говорит вслух. Момент, который неизбежно наступит для каждого марсианского колониста. Момент, когда они в последний раз увидят Землю. Не с поверхности Марса, оттуда Земля видна только как бледная голубоватая, неотличимая от тысяч других звезд. Нет, я говорю о последнем взгляде из иллюминатора уходящего корабля. Когда голубой шар становится все меньше, пока не превращается в искру, а затем в ничто. Астронавты, летавшие к Луне, описывали этот момент как самый эмоционально тяжелый в своей жизни. Юджин Сернан, последний человек, ходивший по Луне, говорил, что вид Земли размером с большой палец вызвал у него чувство невыносимого одиночества. И он знал, что вернется через несколько дней. Марсианские колонисты будут смотреть на исчезающую Землю, зная, что это навсегда. Что они больше никогда не увидят ее иначе, как точку на экране компьютера. Что все их воспоминания, запах моря, шум дождя, тепло объятий останутся только в памяти, которая с каждым годом будет тускнеть и стираться. Психологи называют это антиципаторное горе, горевание по утрате, которая еще не произошла, но уже неизбежна. Терминальные больные испытывают его перед смертью. Эмигранты, покидая родину навсегда. Но ни одна утрата в истории человечества не была такой абсолютной. Потому что даже эмигрант может вернуться. Даже изгнанник может мечтать о возвращении. Марсианский колонист лишен даже этой иллюзии. Его тело станет чужим для Земли прежде, чем он успеет по ней соскучиться. Но давай поговорим о том, что ждет колонистов уже на месте. О катастрофах, которые могут произойти в любой момент и которые невозможно предотвратить.
В ноябре 2007 года комета 17 Писф-Холмса внезапно увеличила свою яркость в миллион раз за 42 часа. Ее кома, облако газа и пыли вокруг ядра, расширилось настолько, что временно стало больше Солнца. Астрономы до сих пор не понимают, что именно произошло. Вероятно, внутренняя структура кометы дестабилизировалась, вызвав выброс огромного количества материала. Подобные события полностью непредсказуемы. Мы не можем заранее знать, когда комета или астероид начнет вести себя аномально. И хотя вероятность прямого столкновения с Марсом крайне мала, сам факт существования таких непредсказуемых объектов напоминает нам о хаотичности Солнечной системы. Между орбитами Марса и Юпитера находится пояс астероидов. Миллионы каменных глыб, оставшихся со времен формирования планет. Большинство из них движется по стабильным орбитам, но гравитационное влияние Юпитера постоянно возмущает их траектории. Иногда астероид переходит на орбиту, пересекающуюся с орбитой Марса. В марте 2014 года комета Сайдинг-Спринг прошла всего в 140 тысячах километров от Марса. По космическим меркам это ничтожное расстояние, меньше, чем от Земли до Луны. Если бы на Марсе уже была колония, колонисты наблюдали бы комету как яркий объект, движущийся по небу. Красиво и пугающе. Потому что 140 тысяч километров – это промах. В следующий раз может быть попадание. Столкновение Марса с кометой или крупным астероидом уничтожило бы любую колонию мгновенно. Даже если объект упадет на противоположной стороне планеты, ударная волна обогнет сферу за несколько часов. Выброшенный материал накроет всю поверхность. Атмосфера, и без того тонкая, будет возмущена настолько, что полевая буря покажется легким бризом. Но для этого нужен крупный импактор, километр или больше в диаметре. Такие столкновения редки. Однако меньшие объекты, десятки или сотни метров, встречаются достаточно часто и достаточно разрушительны. Тунгусское событие 1908 года было вызвано объектом размером примерно от 50 до 70 метров. Взрыв в атмосфере повалил деревья на площади более 2000 квадратных километров. Энергия взрыва оценивается в 10-15 мегатонн, в 1000 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. На Земле такие события происходят примерно раз в несколько столетий. На Марсе, расположенном ближе к поясу астероидов и лишенном плотной атмосферы для торможения объектов, частота может быть выше. И последствия серьезнее. Потому что нет атмосферы, которая рассеивала бы энергию взрыва. 50-метровый астероид, врезавшийся в поверхность Марса в нескольких сотнях километров от колонии, вызовет марсотрясение, которое разрушит хрупкие герметичные модули. Выброшенные камни накроют окрестности. Пылевое облако закроет Солнце. И это только каменные астероиды. Железоникелевые гораздо плотнее и опаснее. Они не разрушаются при прохождении атмосферы, какой бы тонкой она ни была. Они врезаются в поверхность на полной скорости, десятки километров в секунду. Сихотэ-Алинский метеорит, упавший в Советском Союзе в 1947 году, весил около 100 тонн. Он распался на тысячи фрагментов, крупнейший из которых весил около тонны. На месте падения образовалось более 30 кратеров. Самый большой – 28 метров в диаметре. Подобное падение вблизи марсианской колонии уничтожит всю инфраструктуру. Солнечные панели, антенны, наземные модули – все будет разрушено шрапнелью или засыпано выброшенным грунтом. Даже если колонисты выживут в подземных убежищах, они окажутся отрезаны от внешнего мира без возможности восстановить системы жизнеобеспечения. Но есть угрозы еще более масштабные. Угрозы, которые исходят из глубин космоса и от которых невозможно спрятаться. Гамма-всплески – это самые мощные взрывы во Вселенной после Большого взрыва. Они возникают при коллапсе массивных звезд в черные дыры или при слиянии нейтронных звезд. За несколько секунд гамма-всплеск высвобождает больше энергии, чем Солнце выработает за все время своего существования. Большинство гамма-всплесков происходит в далеких галактиках. Миллиарды световых лет от нас. На таком расстоянии они безвредны. Но если гамма-всплеск произойдет в нашей галактике, особенно в пределах нескольких тысяч световых лет, последствия будут катастрофическими. Поток гамма-излучения уничтожит озоновый слой Земли за секунды. Ультрафиолетовое излучение Солнца, больше не фильтруемое озоном, сожжет все живое на освещенной стороне планеты. Фотохимические реакции в атмосфере создадут токсичный смог, который окутает всю планету на годы.
Некоторые ученые предполагают, что ордовикско-силурийское вымирание, одно из крупнейших в истории Земли, произошедшее 445 миллионов лет назад, могло быть вызвано именно близким гамма-всплеском. Погибло более 85% морских видов. На Марсе последствия гамма-всплеска будут иными, но не менее смертельными. Атмосфера планеты слишком тонка, чтобы обеспечить защиту. Поток гамма-излучения пройдет сквозь нее почти без ослабления. Любой, кто окажется на поверхности или в неэкранированных модулях, получит летальную дозу радиации. Но самое тревожное, мы не можем предсказать гамма-всплески. Они происходят мгновенно, без предупреждения. Свет от взрыва и смертоносное излучение приходят одновременно. Когда мы узнаем о всплеске, уже поздно. В нашей галактике есть несколько кандидатов на близкий гамма-всплеск. Звезда WR-104 в созвездии Стрельца. Это двойная звездная система на расстоянии около 8000 световых лет от нас. Одна из звезд – массивный Вольф-Райе, который закончит жизнь сверхновой в ближайшие несколько сотен тысяч лет. Если ось вращения этой системы направлена достаточно близко к Земле и Марсу, гамма-всплеск может поразить обе планеты. 8000 световых лет кажутся безопасным расстоянием. Но это не так. На такой дистанции концентрированный пучок гамма-излучения все еще способен нанести серьезный ущерб биосфере. И мы не можем узнать заранее. Если WR-104 взорвалась 3000 лет назад, смертоносный луч уже летит к нам. Он прибудет через 5000 лет. Или, возможно, уже прибыл. Мы узнаем о космических событиях только тогда, когда их свет достигает нас. И к тому моменту поздно что-либо предпринимать. Это фундаментальная уязвимость любой космической цивилизации. Мы живем в аквариуме, не зная, что происходит за стеклом. Вселенная может уничтожить нас в любой момент, и мы даже не успеем осознать, что произошло. Но оставим глобальные катастрофы. Поговорим о чем-то более личном. О том, что произойдет с человеческой природой на Марсе. Мы – социальные существа. Наш мозг эволюционировал для жизни в группах численностью от 100 до 150 человек. Так называемое число Данбора. Это количество стабильных социальных связей, которые способен поддерживать человеческий мозг. Первые марсианские колонии будут насчитывать десятки людей. Значительно меньше числа Данбора. Это означает, что социальная структура будет принципиально отличаться от всего, что знало человечество. Ни племя, ни деревня, ни семья в привычном понимании. Что-то новое, для чего у нас даже нет названия. В условиях изоляции малые группы склонны к экстремальным формам социальной организации. Либо тотальный авторитаризм – единственный способ поддерживать порядок при ограниченных ресурсах. Либо анархия – распад любой структуры под давлением конфликтов. Найти баланс невероятно трудно. Особенно, когда люди истощены физически и психологически. История знает примеры. Экспедиция Шеклтона на Эндюранс. 28 человек, застрявших во льдах Антарктики на 2 года. Они выжили благодаря исключительному лидерству Шеклтона и строгой дисциплине. Но это была временная ситуация с надеждой на спасение. На Марсе такой надежды не будет. Экспедиция Франклина. 129 человек, отправившихся искать северо-западный проход в 1845 году. Все погибли. Последние выжившие, по свидетельствам эскимосов, прибегали к каннибализму. Цивилизованные английские офицеры превратились в отчаянных умирающих людей, готовых на все ради еще нескольких дней жизни. Мы хотим верить, что современные люди другие, что образование, технологии, гуманистические ценности защитят нас от подобной деградации. Но голод, страх и безнадежность действуют на всех одинаково. Они снимают цивилизационную оболочку и обнажают примитивное ядро, заточенное на выживание любой ценой. На Марсе колонисты могут столкнуться с ситуацией, когда ресурсов хватает не на всех, когда кто-то должен пожертвовать собой ради выживания группы, или когда группа решает пожертвовать кем-то. Это не научная фантастика. Это логика ограниченных ресурсов в замкнутой системе. Кто решает? Как решают? По каким критериям? Тот, кто меньше вносит. Тот, кто болеет. Тот, кто конфликтует с большинством. Эти вопросы кажутся немыслимыми из комфорта земной цивилизации. Но на Марсе они могут стать повседневной реальностью. И даже если колония каким-то чудом избежит всех этих кошмарных сценариев, она столкнется с более тонкой, но не менее разрушительной проблемой.
Смысл? Зачем все это? Ради чего страдания, лишения, медленное разрушение тела? Первые колонисты будут движимы энтузиазмом первопроходцев. Они будут чувствовать себя героями, прокладывающими путь человечеству к звездам. Но энтузиазм выгорает. Рутина убивает романтику. Через несколько лет ежедневной борьбы за выживание в Красной пустыне даже самые мотивированные люди начнут задавать себе вопрос: зачем? На Земле люди находят смысл в разном: в семье, в работе, в творчестве, в вере, в удовольствиях, в связи с природой. На Марсе большинство этих источников смысла недоступны. Семья далеко или вообще невозможно. Работа – бесконечная борьба за выживание. Творчество ограничено ресурсами. Природа – мертвая пустыня. Удовольствия минимальны. Остается только абстрактная идея – служение будущему человечества. Но способны ли люди жить ради абстракции? Способны ли мы жертвовать конкретным настоящим ради неопределенного будущего, которое мы сами не увидим? Философы называют это проблемой мотивации будущих поколений. На Земле она решается естественным путем. Наши дети и внуки реальны. Мы видим их, любим их, хотим для них лучшего. На Марсе первые колонисты могут не иметь детей. Или их дети будут настолько иными марсианами по рождению, что связь поколений разорвется. Представь, ты жертвуешь всем ради колонизации Марса. Твое тело разрушается. Твоя психика на пределе. И ты знаешь, что даже если миссия успешна, твои потомки, если они станут существами, которых ты не можешь понять. Они не будут землянами. Они не будут разделять твои ценности, твои воспоминания, твою тоску по голубой планете. Ты жертвуешь собой ради чужаков. Ради людей, которые посмотрят на запись твоего голоса и не почувствуют никакой связи. Для которых ты – далекий предок, исторический курьез, а не живой человек. Это и есть настоящая цена марсианской колонизации. Ни деньги, ни технологии, ни физические риски, а экзистенциальное одиночество тех, кто придет первыми. Но, возможно, в этом одиночестве есть что-то важное. Что-то, что мы должны понять, прежде чем двигаться дальше. Человечество всегда определяло себя через принадлежность. Мы – семья. Мы – племя. Мы – народ. Мы – человечество. Каждый следующий уровень идентичности включал предыдущие, расширяя круг своих. Марсианские колонисты сделают следующий шаг. Они перестанут быть частью человечества в привычном понимании. Они станут чем-то новым. Родоначальниками нового вида. Новой цивилизации. Новой формы разумной жизни. Это не преувеличение. Через несколько поколений изоляции в условиях иной гравитации, иного освещения, иной среды, марсиане будут отличаться от землян не только физически, но и психологически, культурно, даже генетически. Эпигенетические изменения, накопленные за поколения, могут стать необратимыми. Случайные мутации, закрепившиеся в малой популяции, изменят генофонд. Через 1000 лет, если колония выживет, марсиане и земляне могут стать разными видами, не способными скрещиваться, не понимающими друг друга. Возможно, враждебными друг другу. Это парадокс колонизации. Мы стремимся распространить человечество на другие миры, но в процессе создаем нечто, что уже не является человечеством. Мы хотим сохранить наш вид, но сохранение требует трансформации, после которой от исходного вида мало что останется. И вот мы возвращаемся к вопросу, с которого все начиналось. Почему первые колонисты Марса никогда не вернутся на Землю? Не только потому, что их кости станут хрупкими. Не только потому, что их сердце не справится с гравитацией. Не только потому, что их мозг изменится под воздействием радиации. А потому, что они перестанут быть землянами. Они станут первыми представителями нового типа разумного существа. Homo martianus, если угодно. Существа, для которого Земля не дом, а чужая, враждебная планета. Красивая, но смертельно опасная. Для них возвращение на Землю будет не возвращением домой. Это будет путешествие в неизвестность. В мир, который они помнят по рассказам и фотографиям, но который их тело и разум больше не способны принять. Это, пожалуй, самый глубокий урок, который мы можем извлечь из этой истории. Мы привыкли думать о Земле как о данности, как о фоне нашего существования, который всегда был и всегда будет. Мы воспринимаем воздух, воду, гравитацию,
Магнитное поле как нечто естественное, само собой разумеющееся. Но марсианские колонисты покажут нам, что это не так. Что Земля – это не просто место, где мы живем. Земля – это мы. Мы выросли из ее почвы, дышали ее воздухом, формировались под ее солнцем. Каждая клетка нашего тела – продукт земных условий. Каждая наша мысль – результат эволюции на этой конкретной планете. Покинуть Землю – значит покинуть себя. Стать кем-то другим. Кем-то, кого мы еще не знаем и не можем себе представить. И вот последний парадокс. Мы отправляем людей на Марс, чтобы обеспечить выживание человечества. Чтобы не все яйца лежали в одной корзине. Чтобы астероид или ядерная война не уничтожили нас как вид. Но в процессе мы создаем новый вид. Вид, который выживет. Но который уже не будет нами. Это похоже на родительство. Ты отдаешь себя ради детей, зная, что они не будут тобой. Они унаследуют часть тебя, но они – другие люди. Со своими жизнями, своими решениями, своей судьбой. Марсианская колонизация – это родительство в масштабе вида. Человечество порождает свое потомство и отпускает его в неизвестность, зная, что это потомство уже не будет человечеством. Это печально. Возможно, это неизбежно. Вероятно, это необходимо. Кто знает. Но одно несомненно, первые колонисты Марса станут пионерами не только нового мира. Они станут пионерами нового способа быть разумным существом. Способа, который мы не можем понять, потому что мы земляне. Потому что наши нейроны сформированы земным светом. Наши мысли – земным языком. Наши мечты – земными надеждами. Когда последний из первых колонистов закроет глаза на красной пустыне Марса, он не будет думать о Земле. К тому моменту Земля станет для него тем, чем для нас являются звезды, далекой точкой света в ночном небе. Красивой, но недостижимой. Манящей, но чужой. И в этом есть своя поэзия. Своя грусть. Своя надежда. Потому что если мы способны породить нечто большее, чем мы сами, значит, наше существование имело смысл. Даже если этот смысл мы не увидим. Даже если его увидят существа, которые не будут знать наших имен. Вселенная молчит. 200 миллиардов галактик, и в каждой сотни миллиардов звезд. И тишина. Никаких сигналов. Никаких следов других цивилизаций. Никаких ответов на наши вопросы. Может быть, мы одни? Может быть, разумная жизнь настолько редка, что в обозримой Вселенной существует только одна, где она есть? Наша маленькая голубая планета. Если это так, марсианская колонизация приобретает совершенно иной смысл. Это не просто экспансия одного вида. Это попытка разума сохранить себя в равнодушной Вселенной. Попытка света продлить свое существование в бесконечной тьме. Первые марсианские колонисты могут не осознавать этого. Они будут заняты выживанием, ремонтом систем, выращиванием пищи. Они будут жаловаться на пыль, скучать по дождю, ссориться из-за мелочей. Но в масштабе космической истории они станут героями. Не потому, что совершили подвиг, а потому, что продолжили цепочку. От первой живой клетки в древнем океане до существ, смотрящих на звезды с поверхности другой планеты. 4 миллиарда лет жизнь цеплялась за Землю. Выживала через катастрофы, вымирания, климатические катаклизмы. Эволюционировала. Усложнялась. Порождала разум. И вот впервые за 4 миллиарда лет жизнь может шагнуть за пределы своей колыбели. Не просто посетить другой мир, а укорениться в нем. Стать местной. Перестать зависеть от одной хрупкой планеты. Цена этого шага – не возвращение. Цена – превращение в нечто новое. Цена – утрата связи с тем, кем мы были. Но, может быть, эта цена не слишком высока? Может быть, будущее стоит того, чтобы отпустить прошлое? Может быть, рождение нового человечества, марсианского человечества, оправдывает смерть старого? Я не знаю ответа. Никто не знает. Мы узнаем это только тогда, когда первые колонисты ступят на марсианскую почву и начнут жить или умирать там, куда нас несет неугомонная человеческая мечта. А пока мы можем только смотреть на красную точку в ночном небе и думать о тех, кто однажды посмотрит с нее обратно. На голубую точку своей далекой прародины. На планету, которую они помнят только по рассказам. На мир, в который они никогда не вернутся. Потому что они станут другими. Потому что они уже не будут нами.
Потому что это и есть цена звезд – становиться чужими тому месту, которое ты покинул, чтобы однажды назвать чужой мир своим домом. Закрой глаза. Представь себе красную пустыню под чужим солнцем. Представь купол, в котором живут последние земляне или первые марсиане. Представь тишину, которую не нарушает ничто, кроме шума систем жизнеобеспечения и биения человеческих сердец. Это будущее. Оно наступит. Скоро или не скоро, но наступит. И когда оно наступит, мы поймем, что человечество – это не место и не тело. Человечество – это стремление. Стремление к новому, неизвестному, невозможному. Стремление, которое сильнее страха, сильнее боли, сильнее самой смерти. Никто из них не ступит на земную траву во второй раз. Их домом станет красная пустыня. Их детьми – марсиане. Их смертью – тишина под чужим солнцем. Но если эта тишина когда-нибудь прервется голосом нового разума, значит, мы сделали все правильно. Мы отдали им не билет в один конец. Мы отдали им нашу надежду. А надежда не возвращается. Она остается там, где нужна.